Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Весь эпизод Тэхён был такой игривый, дразнил и не мог оторваться от своего зайчонка ни на метр. Девятое место. Как он его обнял. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Что-то не меняется никогда. Седьмое место. Ничего особенного, просто тигр кусается. Шестое место. Поведение пары. Ай, Тэхён, тебе стоит обратить внимание и на Чангука. Я так обожаю, когда мы узнаем о приватных, но не секретных свиданиях Тэйкук. Не могу забыть, как в 2019 году ютубер заметила Чангука и Тэхёна на их вечернем свидании в кино в Пусане. Тэхён и Чангук вместе ходили на вечерний показ фильма «Паразиты» в Пусане в прошлый четверг. Ютубер Нутв был с ними в одном лифте. По ее словам, Хэйвун Сиги, кинотеатр, хорош и пуст поздней ночью. Пятое место. Не, ну чтоб точно не жульничал. Четвертое место. Забота. Чангук поделился курткой с Тэхёном, такой джентльмен. Третье место. Новости.
Судя по всему, в магазине канцелярских товаров возле дома его родителей есть подпись Чангука. Это очень мило. Вайбы бойфренда. Медиа о победе Чангука в вопросе «Самый ослепительный айдол на сцене» от Восфан. Его признают самым ослепительным кумиром на сцене за стабильные вокальные данные и выдающиеся танцевальные навыки даже во время интенсивных выступлений. Чангук действительно показал легендарное выступление на Таймс-сквер, превзойдя себя как в пении, так и в исполнении. Изюминкой сцены Таймс-сквер стало сценическое присутствие Чангука. Он продемонстрировал свой блеск на большой сцене. Как же жду возвращения этих королей. Ким Тэ-хён победил в номинации «Артист», который имеет самое сильное сценическое присутствие в вопросе Карибу. Вот же Купидон разит своими стрелами из милых оленьих глазок в самое сердечко. Национальный музей народного творчества Кореи обновил первую корейскую энциклопедию «Культура Халю», включив в нее раздел, посвященный влиянию Чангука на современную корейскую кухню, в котором упоминается его знаменитый рецепт макгуксу с маслом бульмай-перила и его мировое влияние. Тэ-хён всегда поднимает настроение. Seven Чангука становится первой песней азиатского солиста, которая провела 82 недели как в Billboard Global 200, так и в чартах Excl. Ищут друг друга, и прежде чем они это осознают, оказываются близко рядом. Влияние Тэ-хёна на туризм в Корее привлекло 560 миллионов просмотров контента и видео на платформах социальных сетей Visit Seoul. Один рекламный видеоролик превысил 100 миллионов просмотров, что стало самым высоким показателем просмотров среди рекламных видеороликов в Сеуле. Лучший амбассадор.
«Малыш». И только Чангука. Это неприемлемо. Фанаты разочарованы тем, что Big Hit пренебрегает продвижением сольного мирового тура Хосока. Сейчас Хосок готовится к своему первому сольному мировому туру, и фанаты с нетерпением ждут возможности увидеть выступление любимого артиста в своей стране. Однако, по их мнению, компания не в полной мере выполняет свои обязанности по продвижению его тура. Фанаты запустили кампанию с хэштегами «Компания». Делайте свою работу и поддерживайте своих артистов надлежаще, тем самым обвиняя агентство в несвоевременном и неэффективном сольном продвижении Хосока. Несмотря на то, что тур стартует 28 февраля, компания начала продажу билетов только 10 января, не предоставив промо-контент и подробные анонсы. Фанаты требуют, чтобы компания уделила больше внимания маркетингу и освещению предстоящего события. Претензии фанатов следующие: плохое информирование о продаже билетов. Фанаты утверждают, что ограничения по рассадке на концертах не обусловлены должным образом. Было объявлено о местах в Сеуле с плохим обзором, но о 5 североамериканских городах не было упомянуто вовсе. Информация о билетах распространялась непоследовательно, а некоторые обновления были опубликованы только на местных платформах по продаже билетов, а не самой компанией. Ненадлежащие усилия в области цифрового маркетинга. Фанаты заметили, что Хосок самостоятельно создал аккаунт в TikTok и начал публиковать контент для обратного отсчета, что вызвало у них вопросы по поводу того, почему агентство само не занимается активной рекламой его тура. В приложении Vevos также не наблюдалось обновлений. Запутанная система участия в североамериканских концертах. Чтобы приобрести билеты в США, нужно было получить отдельное американское членство, что лишало существующих глобальных членов клуба возможности участвовать в предварительной покупке билетов. Хайп не смогли должным образом проинформировать фанатов, что привело к всеобщей путанице и разочаровало фанатов. Проблемы с прямой трансляцией. Фанаты сравнили качество потоковой трансляции концерта Хосока с предыдущими мероприятиями других участников и пришли к выводу, что оно значительно ухудшилось. Они отметили, что разрешение 4К стало недоступно, а цена мероприятия осталась прежней. Отсутствуют анонсы предстоящего сингла Хосока. Недавно американский рэпер Дон Толивер подтвердил, что Хосок, Спиди и Фаррелл Уильямс выпустят песню «Leve Bag» 21 февраля, но компания до сих пор так и не подтвердили эту информацию. Кроме того, отчеты инвесторов Hype намекнули на то, что Хосок выпустит новый альбом в марте, но поклонники снова не были проинформированы об этом. Фанаты задаются вопросом: зачем выпускать новый альбом в середине мирового турне без какого-либо предрелизного маркетинга? Некоторые фанаты, разочарованные отсутствием соответствующей рекламной поддержки, призывают Хосока не продлевать контракт. Они пишут: Хосок наконец-то возвращается к сольной карьере после службы в армии, и вот какой уровень поддержки он получает. Это просто неприемлемо. На данный момент мы просто надеемся, что Хосок найдет компанию, которая будет действительно уважать и продвигать его. Хайп не только не продвигает Хосока, но и не дает фанатам его поддерживать. Прекрасен. Одиннадцатилетний художник написал портрет Тэхёна. Фанаты знают, что Тэхён – любитель искусства. Несколько месяцев назад на своей странице в соцсети он опубликовал фотографии нескольких абстрактных работ. Фанатам не потребовалось много времени, чтобы понять по фото, что же за работы это были. Среди них
оказалась и работа ученой, которую написал художник Андрес Валенсия. И недавно этот известный 11-летний художник написал портрет Тэхёна. За основу для картины была взята фотография Тэхёна из фотобука Map of the Soul. Ви восхитился этой работой Андреса и выразил ему благодарность на своей странице в соцсети. «Спасибо за эту прекрасную работу. Я твой фанат с тех пор, как впервые увидел твои работы», — написал Тэхён. Андрес Валенсия ответил Тэхёну на своей странице, сказав: «Было весело писать твой портрет. Я рад, что тебе понравилось». Они совсем не палятся. Чангук таким большим кажется, а Тэхён маленьким на этих фотографиях. Интересно, что будет после армии. Как я обожаю, когда они танцуют вальс прямо в самое сердце. Стоит ли спрашивать, на кого он так влюбленно смотрит? То, как они поддерживают друг друга, самое ценное. Тэхён в зеленом. У Тэхёна, похоже, слабость к волосам Чангука. Чангук, который выглядит в широких штанах, как малыш.
Просто Ким Тэхён. Сообщение от парней для армии, которые сдают экзамен. Тэхён написал: «Даже если ты не можешь решить это, изменится ли твое сердце? Обычно я не очень хорош в таких вещах». Чангук написал: «Армия, вы, ребята, знаете их все». Ответы: «Верно. Потому что вы знаете нас лучше, чем мы сами. Ничто не может сравниться с любовью армии». Бан Пиди ним сказал, что купит нам мясо, если мы наберем 100 баллов. То, как Чангук скрестил руки, глядя на Тэхёна. Чангук буквально описывает смайлик, большие глазки, перед которыми не устоять. Немного нежности вам. Это же кетчуп с горчицей. Иди ты с прекрасным Тэхёном. Это моя слабость. Глаза Чангука не умеют врать. Тэхён на сцене — это отдельный вайб. Вспомним такого Тэхёна. Something
как он смотрит. Эти аэропортные Тэйкук. Мы видели этот момент с разных ракурсов, но именно с этого ракурса дух захватывает. Банпак. Слушатели BTS становится больше с каждым годом. Чувствуете ли вы, что вес вашей музыки или посыла, которое вы хотите передать слушателям, становится тяжелее? Тэхён ответил: в моем случае мысль об исцелении и утешении как можно большего числа людей с помощью моего послания является самой большой. Вот почему я не хочу чувствовать давление. Я думаю, что будет лучше, если мы сможем исцелять и утешать людей. Я думаю, что это то, чего я хочу достичь в музыкальном плане. Чангук ответил: как мы делали и до этого, я просто хочу создавать музыку, которую мы хотим, и я хочу донести послание, которое может оказать хорошее влияние на людей. Мы артисты, которые получают любовь от многих людей, они сильно затронуты, поэтому и у нас есть сила донести это послание. Я не хочу думать об этом как о давлении, я хочу получать удовольствие и постоянно передавать хорошие сообщения людям. Иногда мне становится очень грустно, но я во время вспоминаю, что живу в одно время с Тэхёном. Если ваш партнер не будет смотреть на меня так же, как Чангук на Тэхёна, то в жопу отношения. Второе место. Это так интимно. Мой взгляд и прикосновения предназначены только для тебя. Первое место. Ревность. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.